Поставь лайк, если ты зритель мужского пола, и напиши коммент, если женского. В этом топе представлены лучшие новинки в виде крутых гонок, игры на Unreal Engine 5, новая ММО от создателей Доты. Также я вам покажу инди-клон Diablo, игру для взрослых, игру для заработка на NFT и многое-многое другое. Смотри до конца, не перематывая, мы начинаем. Открывает наш топ лучших новинок на Android и iOS ранняя версия Protectors Shooter Legends. Данная игра получила обновление, и благодаря ему графика стала еще куда лучше и теперь дотягивает до консольной версии Fortnite. В проекте есть аркадные элементы, автострельба при наведении и постепенное восстановление здоровья. Игрокам предстоит сражаться не только друг с другом, выбирая уникального оперативника, но и с пришельцами, вооруженными до зубов. Схватки в Protector Shooter Legends проходят в формате 4 на 4, где игроки разделяются на две команды. Радует, что карты хоть и маленькие, но проработанные, со множеством укрытий и альтернативных ходов. В основном же, помимо стрельбы по врагу и использованию уникальной способности, вы ничего не можете сделать, поэтому в перестрелках нужно брать уроном и количеством. Разрабы обещают как PvE, так и PvP режимы. Также они сравнивают свое детище с Call of Duty Mobile. Unhappy Raycon – мобильный проект, в котором мы зачищаем коридорные локации от монстров. За победу над ними дают сундуки с золотом и опытом. Если достигнуть нового уровня, то на выбор дают рандомную обилку. Да, это рогалик с красивой графикой, приятными звуковыми эффектами и ручным управлением. Кстати, подобную стилистику можно заметить в Torchlight Infinite. PC Creator 2 – симулятор сборщика компьютера, который в разы лучше своего предшественника. Ранее игру выпустили в Google Play, а потом убрали, так как фанаты хотели синхронного запуска на iOS и Android. Что ж, игра запустилась 12 октября по всему миру. ПК Creator 2 вам предстоит принимать заказы на починку старого или сборку нового компьютера, удаление вирусов, установление ОС, очистку жесткого диска, установку игр и так далее. Вы можете сами устанавливать цену на свои услуги, в пределах разумного, конечно же. Конечно, сходу поставить RTX 4000 серии не получится, так как для этого нужно зарабатывать деньги и посещать конференции, на которых как раз презентуют новинки в мире ПК. ПК Creator 2 можно похвалить за отличный интерфейс и наличие русской локализации. Также стоит ожидать лицензионные комплектующие. Zombie Horde – мобильный шутер на рельсах, то есть во время миссии персонаж передвигается и стреляет автоматически, вам нужно только наводиться на головы зомби. Игра доступна в App Store и Google Play многих стран, включая Россию. Весит она очень мало и докачивает на фоне около 138 мегабайт. При этом режимов много, и даже сюжетная кампания не кажется скучной. Игрок использует наводящиеся ракеты для разрыва ног и рук у толпы мертвецов, а на заднем фоне летает гигантское инопланетное существо. Среди режимов Zombie Horde есть кампания, рейды, темная зона, арена, ежедневные задания и ивенты. Также в будущем я ожидаю добавления PvP. Стоит отметить, что все это открывается по мере прохождения сюжета. Постепенно вы даже сможете открыть новых героев и войти в альянс. Судя по скриншотам, в Zombie Horde есть не только миссии на уничтожение толп зомби из штурмовой винтовки, но и скрытые задания с использованием снайперки. Геймплей вертикальный, поэтому вы сможете спокойно играть одной рукой. Катера RPG Battle Royale – мобильная игра, предлагающая вертикальный геймплей и простую графику, которую будто сделали на Unity. Проект появился в App Store и Google Play в России и, вероятно, в других странах мира. Игроки участвуют в молниеносных матчах, выбирая заранее любимого кота или кошку, которые различаются по уровню редкости и роли в команде. Чтобы игрокам было чем заняться, разработчики добавили боевой пропуск и сезонные задания. Схватки проходят в формате королевской битвы, причем ваш герой автоматически стреляет, нужно только передвигаться по полю и собирать материалы спавшего противника. Еще в Катера RPG Battle Royale используются элементы из рогаликов, из-за чего по мере прокачки в ходе конкретного матча вам предлагают один из двух рандомных талантов. Матчи здесь длятся около 3-4 минут, на них дается ограниченное время, причем вам еще помогают напарники, только в интерфейсе это не обозначено, что наводит изначально на мысль, будто
ты сражаешься в соло. Dragon Tiger Gate M – аркадный файтинг с аниме-бойцами и гача-системой, через которую вы получаете персонажей разного уровня редкости. Их нужно выставлять против вражеской команды, всего в вашей группе может быть до 5 героев. Они различаются по роли в команде и стихии, так как здесь действует система камень-ножницы-бумага. Dragon Tiger Gate M доступна на Android в ходе пробного запуска. Судя по роликам с геймплеем, игра не локализована на английский, поэтому приходится иметь дело с иероглифами. Кстати, важный показатель постоянных побед – это общий уровень силы отряда. Он достигается по мере прокачки отдельных героев. Antma's Kolla – мобильный проект со скоростными схватками в формате Brawl Stars. В этой игре геймеры разделяются на две команды в формате 3 на 3 и сражаются на небольшой арене, собирая звезды и удерживая их до тех пор, пока не закончится таймер. У каждого игрока здесь свой уникальный герой с одной уникальной обилкой. Радует, что управление ручное и понятное. Вообще, разработчики этого проекта решили монетизировать почти все аспекты при помощи NFT и крипты. Для транзакций через Marketplace используется токен Monly. Цена данного токена сейчас порядка 30 центов за одну штуку. Судя по информации с официального сайта, в Antma's Kolla можно вступать в гильдию и проходить совместные испытания. Еще игроки могут транслировать свои битвы и позволять зрителям делать ставки, что тоже помогает зарабатывать NFT. Ну и сравнение с Brawl Stars становится еще более уместным после того, как узнаешь, что SEO Майкл Хин до этого был руководителем маркетингового отдела Supercell и Roblox в Юго-Восточной Азии. Ubisoft продолжает тестирование Rainbow Six Mobile в конкретных странах. На днях в этот список добавили 5 государств – Францию, Германию, Италию, Испанию и Великобританию. Тем, кто имеет Google аккаунт, привязанный к этим странам, разработчики высылают волнами приглашения. Без них попасть на бета-тест не получится, даже если у вас есть свежий APK-файл. Тем временем, инсайдеры смогли зайти в Rainbow Six Mobile из России, то есть VPN подрубать не обязательно. Кстати, Ubisoft включает рейтинговые матчи на выходных, но поиграть с друзьями в одной команде не получится из-за сломанного матчмейкинга. The Last Days – необычный шутер на смартфоны. Ее можно запускать как в вертикальном, так и в горизонтальном виде, но суть одна – поворачивать камеру, чтобы героиня смотрела на область с действием. В этом плане The Last Days выполнена на рельсах и особой свободы вам не дадут. Еще главный персонаж в The Last Days может стрелять по зомби как в грудь, так и в голову, чтобы убивать их с первого раза. Делается это также автоматически, вам нужно навести прицел на нужное место. Еще игроков ждут небольшие моменты с необходимостью тапать по иконкам в заданный ритм. Это поможет, например, выломать дверь. Отмечу, что здесь нет сюжета, а графика еле дотягивает до The Last of Us времен PlayStation 3. При этом разработчики добавили систему крафта, которая позволяет делать патроны, бинты и другие предметы для выживания. Но не волнуйтесь, так как это не симулятор, поэтому из индикаторов имеется только шкала здоровья. Endoparasitic – survival horror, идея для которого появилась у разработчика Narayan Walters во время участия в одном из игровых джемов. Изначально в игре не было теней и тусклых помещений, но создатель вдохновлялся проектом Darkwood, поэтому вскоре игра преобразилась. К слову, по задумке, у вашего персонажа отрываются 3 конечности, оставляя только правую руку, которой он и отстреливается от монстров при помощи пистолета и обреза. По задумке автора, действия игры развернутся в секретной лаборатории на отдаленном астероиде. Вам придется вручную перезаряжаться, вытаскивая использованные гильзы и всовывая новые. При этом оружие и патроны занимают ограниченное место в инвентаре. В общем, разработчик точно следовал описанию жанра survival horror в Википедии. Кстати, на ютубе главного героя сравнивают с Джоном Уиком, так как он ловко передвигается при помощи одной руки и, самое главное, искусно использует разные виды огнестрельного оружия.
В TapTap появилась страница игры Unknown Evolution. Сейчас можно скачать ее раннюю версию. Как описывает ее один из разработчиков, это RPG с элементами из рогаликов. По сути, вы проходите небольшие подземелья с изометрической камерой, уничтожая на своем пути демонов и боссов. Перед стартом можно выбрать 3 классических класса – паладин, маг и лучница. У них нельзя поменять внешность, но при каждом забеге вам будут предлагать рандомных персонажей, среди которых есть и жрец. На данный момент поигравшие сообщают, что у игры не очень хороший баланс. Что до управления, то оно понятное для фанатов Diablo Immortal, бег при помощи виртуального стика и активные навыки с кулдауном. Интересно, что в плане вдохновления разработчики указывают не Diablo, а Warcraft 3, Dota и другие кастомные карты. К слову, Unknown Evolution делают 2 разработчика при помощи движка Sparkle Creative Editor. Tree of Savior M – мобильная MMORPG, где игрок выбирает один из 5 классов, а также пол своего персонажа. Еще разработчики добавили простой редактор персонажа, но если лень изменять его внешность, то есть кнопка Random. Tree of Survival M предлагает коридорные локации, изометрический геймплей и текстовые диалоги. Важную роль в данном проекте играют местные купидоны. Они, как и питомцы в других мобильных MMORPG, дают бонусы. Например, ускоряют восстановление здоровья на 12%. В остальном же придется заниматься рутиной, выполнять задания на убийство мобов, повышать уровень и бегать по квестам в авторежиме. Так как Tree of Survival Sam мобильная MMORPG, то акцент делается на кооперативное прохождение с другими игроками и друзьями. Помимо этого можно вступать в гильдию и проходить специальные задания. Ну а если верить App Store, то в игре имеется английский язык. Armada Warship Legend – мобильная игра, снова доступная на Android в Филиппинах. Игроки здесь будут участвовать в пошаговых битвах, так что не ждите размаха уровня World of Warships. С другой стороны, данный проект предложит крутые кат-сцены с огромными призрачными ледоколами в качестве босса. Реалистичности тут лучше не ждать, а вот погодные условия, например солнечный день или пурга, влияют на ваши успехи во время битвы. Вне битв в Armada нужно обустраивать свою портовую базу, собирая ресурсы для прокачки имеющихся и создания новых кораблей. Постепенно игроки набирают уровень и проходят сюжетные задания, которые одновременно выступают в роли обучения. Разработчики данной игры обещают масштабную PvE-кампанию и бесконечный поток режимов, включая PvP, коллекционирование кораблей, исследование неизвестных океанов и так далее. Компания Mirari Co. представила новый 2D-платформер в жанре хоррор Dark Light. Игра сочетает в себе sci-fi дизайн и постапокалиптику. Игроку здесь придется сражаться с существами, которых нельзя будет увидеть без специальной технологии DLS и оружия на его основе. Соответственно, основные элементы хоррора будут отыгрываться за счет невозможности постоянно держать противников в поле зрения. В мире Dark Light человеческая цивилизация будет поставлена на грань выживания катастрофой планетарного масштаба. Гигантский радиоактивный метеорит врежется в Землю, и впоследствии животные подвергнутся мутации и начнут нападать на людей, а оставшиеся в живых люди частично превратятся в нежить. С помощью метеоритных обломков ученые будущего смогли создать оружие, которое может поразить твари. Главный герой будет один из элитных спецназовцев Союза воздушно-космических сил обороны. Wings of Heroes – авиасимулятор, который явно вдохновился War Thunder. Вероятно, она повествует о схватках самолетов разных наций, включая Британию, США, Японию и СССР, времен Первой и Второй мировых войн. Управление Wings of Heroes хоть и плавное, к нему надо привыкнуть. И вообще у вас будет 2 действия – изменение курса полета и увеличение или снижение мощности двигателя. Legend Clover – изначально мобильная игра, которую выпустили в Японии, а теперь и по всему миру. Если в Legend Clover уровень вашего отряда превышает вражеский, то можно спокойно ставить игру на авторежим. В иных случаях рекомендуется ручное управление, иначе будете проигрывать. Кстати, данная игра принадлежит к жанру SRPG, а во время битв аниме-вайфу получат чиби-стиль. Интересно, что юниты в Legend Claw состоят из 2 частей – основного героя и пехоты разного типа.
Dark Throne The Queen Rises – мобильный слэшер, в котором вы выбираете одного из трех персонажей без возможности сменить внешность и пол. Дальше, без какого-либо намека на видеовставку и сюжет, вы оказываетесь в подземелье с одним NPC и порталом, который переносит вас в подземелье. В нем главная задача уничтожить всех монстров. Из-за мрачной атмосферы и стилизованного интерфейса можно сразу понять, что Dark Throne – еще одна альтернатива Diablo Immortal. Конечно, игра звезд с неба не берет, для передвижения персонажа приходится тапать по нужной области на карте, в то время как та же Diablo Immortal предлагает виртуальный грибок. Еще вы заметите, что у героя нет анимации движения, он просто парит в воздухе. Но есть в Dark Throne The Queen Rises и интересные моменты. Например, вы можете взаимодействовать с инвентарем, выкидывая ненужные предметы. При этом игрок способен швырнуть лут через пол комнаты, причем с анимацией. Также если скрыть клиент, а потом снова открыть, то подгрузки не будет, отсоединения от сервера тоже. Теория Сигмы – симулятор главы специальной разведки для множества стран, включая Россию и США. Каждая страна дает свои бонусы. Вам предстоит устраивать шпионские операции, шантажируя, взламывая и соблазняя нужных лиц. Для этого нужно выстраивать отношения с более чем сотней персонажей – лоббистами, боевиками и политиками. Ваша команда будет состоять из 4 спецагентов, а всего будет 50 кандидатов. Каждый из них – это уникальная личность со своей ролью в команде. Кстати, в данном проекте есть наличие русского языка. Marvel Snap – необычная кокаин на смартфоны и ПК, где игроки собирают колоду из героев и злодеев вселенной Marvel. Официальная дата релиза данного проекта – это 18 октября. Ее раскрыли в свежем трейлере, где закадровый голос предлагает сыграть партию в Marvel Snap вместо чтения инструкции освежителей воздуха в уборной. Авторы Marvel Snap заявляют, что игровой процесс в этой ККИ проще, чем в пасьянсе. T3 Arena – мультяшная аркада и командный шутер наподобие Overwatch. Сейчас в него можно поиграть на iOS и Android через TapTap, включая Россию. В игру добавят нового персонажа по имени Гэтлин. По сюжету это скромная девочка, которая решила совместить свои навыки дизайнера и любовь к мехам. Суть Гэтлин в том, что при помощи своих специальных обилок она может наносить много урона и защищать себя с товарищами при помощи энергетического щита. Но есть одна проблема: вы сможете открыть Гэтлин только после достижения 30 уровня премиального боевого пропуска. Также, если вы считаете, что матчи в T3 Arena длятся очень долго по сравнению с предыдущими обновлениями, то после старта 3-го сезона это изменится. Казуальные режимы ускорят, причем условия для победы можно будет также выбрать в приватном лобби. Еще одно из нововведений T3 Arena – новая карта под названием Giga Cave Mine. Также разработчики добавят разные типы миссий, чтобы игроки быстрее накапливали ресурсы. Ну а социальные геймеры смогут делиться скриншотами и получать премиальную валюту, если по их ссылке в игру зайдет друг или знакомый. Project Eva – песочница по типу Rust, которую делают для смартфонов на движке Unreal Engine 5. Это сильное заявление, при том, что пользователи TapTap сравнивают новый трейлер с PUBG Mobile. На разных локациях стоит ожидать не только живых игроков, но и ботов, которые патрулируют важные участки карты. Это могут быть как рядовые враги, так и мини-боссы с уникальными способностями по типу ранящего крика, как в Left 4 Dead. В таком случае нужно или полечиться, или оставить свое бренное тело и лут до следующего раза. В Project Eva будут разные биомы, например пустыни, заснеженные горы и типичные для Юго-Восточной Азии пальмы. Тем временем я рекомендую вам записаться на бета-тест через официальный сайт, ссылочки на который вы найдете в описании под видео. Также за предрегу вам выдадут награду в виде эксклюзивного аватара, стального топора и кирки.
Echo Calypso – ролевая игра с аниме-стилистикой и айдол-элементами. Вам предстоит собирать группу из вайфу, прокачивать боевой пропуск и участвовать в автосхватках. Конечно, фишка Echo Calypso – это контент для взрослых, то есть откровенные модельки персонажей и наличие тентаклей. Нет, это не альтернатива Rise of Eros, которую вы могли бы увидеть в предыдущих видео, а скорее временная замена Никке. Так вот, разработчики Echo Calypso рассказали, что игру официально выпустят 20 октября на iOS и Android. Я ожидаю, что это будет глобальный релиз, но сейчас проект доступен в Юго-Восточной Азии. Пользователи Reddit отмечают, что после официального запуска множество функций быстрого прохождения контента в Echo Calypso будут закрыты за ежемесячной подпиской. Новый патч 2.0 Vera выйдет для глобальной версии Tower of Fantasy уже 20 октября. Тем временем инсайдеры уже говорят, чего стоит ждать от этого обновления. Первое, о чем пойдет речь, это новый персонаж Саку Фува, который перенесли с китайской версии. Это аниме-вайфу использует элемент лед и является персонажем уровня SSR. Так вот, тот же инсайдер передает, что Саки Фува перенесут на глобальную версию без изменений. Ее оружие Hardstream увеличивает урон, сопротивление и добавляют хп. А вот что касается режима Королевская битва, то тут все не так радужно. Данный режим может не успеть к релизу патча 2.0. Тем временем известно, что его разобьют на сезоны и дадут возможность играть как в соло, так и с командой. Интересно, что Tower of Fantasy показывает вашу статистику и роль в команде, показывая наглядно вам и потенциальным тиммейтам ваш любимый стиль игры. Отмечу, что в Королевской битве смогут участвовать до 48 путешественников с возможностью найти до 8 реликвий и оружий. E.T. Chronicle – мобильная игра с аниме-стилистикой. Издатель Bilibili выпустил ее в Японии уже 14 октября. Здесь игрокам предстоит взять на себя роль командира, который управляет группой из аниме-вайфу и сталкивает их с огромными оружиями, называемыми ETA. Сражаться придется на суше, в воде и в небе. История ETA Chronicle повествует о нехватке ресурсов у человечества в ближайшем будущем. В итоге разные фракции начали появляться и сражаться за контроль над ними. Ну и последняя крутая новость на сегодня. CarX Street выбрала не лучшее время, чтобы выходить на смартфоны, так как тестировщики уже вовсю пробуют Need for Speed Mobile. Новым видео с геймплеем поделился пользователь Twitter под ником Дэнни. Он сообщил, что это на самом деле Need for Speed Mobile с открытым миром. Данную игру делают на движке Unreal Engine 4. В ней будут лицензированные машины по типу Lamborghini Aventador, показанной в новом трейлере. Для этого инсайдеру пришлось нарушить договор о неразглашении информации. Отмечу, что неделю назад для Need for Speed Mobile начался приватный бета-тест. Данную мобильную гонку еще не анонсировали официально, как это было с Call of Duty Warzone Mobile. Судя по новому трейлеру, Need for Speed Mobile берет вдохновление у серии Asphalt и Ace Racer. Аркадная езда и отсутствие системы повреждений на это намекают. В Need for Speed Mobile будет открытый мир, карту для которого чуть переделали и взяли из Need for Speed Heat. Не забывай ставить лайк под этим выпуском, а также писать свое мнение насчет его. Также, если ты вдруг еще не подписан, то подпишись на канал Dietrich TV, перейди на канал и посмотри другие выпуски. Там-то ты уж точно найдешь игрушку под себя. Ну а я вас всех крепко обнял, всем удачки, пока-пока.